Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня я хочу показать, как я буду укорачивать изделие. Вот это вот изделие, которое я вяжу, оно оказалось, скажем, длинное. Тот, кто будет носить, длина не понравилась. Поэтому я одну часть, спинку связала покороче, а перед подлиннее. То есть перед я вязала первым. Поэтому я сейчас буду укорачивать вот эту вот часть. Каким образом? Так. Я уже наметила маркерами вот эту вот длину, которую буду обрезать лишнюю. И беру в работу ножнички. И смотрите. Вот у нас получается вот эти маркеры. Одна у нас будет вот это вот ряд верхний, он мне нужен. Так. А нижний вот этот вот, он мне не нужен. И я его буду обрезать. Я вообще посчитала ряды. Так. Посчитала ряды по спинке от проймы. У меня оказалось 88 рядов. И затем посчитала также по переду. 88 рядов вот это вот у меня есть. Остальные 17 рядов, скажем так, лишние. Поэтому я сейчас буду их просто убирать. Так, обрезаем вот здесь вот в любом месте, скажем так. Видите, у нас образовалась дырочка. Так. Хочу еще отметить то, что я вяжу снизу вверх, и поэтому укорачивать изделие будет, конечно, скажем, другим способом, да, потому что если бы мы вязали сверху вниз, было бы намного проще. Взяли бы и распустили. А поскольку вяжется у нас сейчас изделие снизу вверх, естественно, мы такого позволить не можем. Так у нас не получится. Поэтому мы сейчас вот взяли вот это вот, сделали надрез. И сейчас берем в работу крючок и тихонько освобождаем вот эту вот нашу ниточку. Это можно было с края сделать, но я решила немножко подальше. Во-первых, чтобы показать, а во-вторых, я думаю, что так будет легче. Так, вот видите, у нас уже петелька освободилась, одна и вторая. Вот это вот мы потом уберем, а эту довяжем, просто закроем наш этот ряд последний. И вот таким образом каждую петельку я сейчас буду освобождать. Аккуратно, не спеша. Вот видите, петельки уже у нас есть. Маркер этот можно снять. Так, вот поближе вам покажу. Вот видите, вот эти вот петельки мы будем нанизывать потом на спицу. Эту ниточку, в принципе, можно обрезать. Но пока она вот так вот хорошо освобождается, я ее обрезать, конечно же, не буду. Таким вот образом дойдем до конца. С этой стороны то же самое. Вот эта ниточка. Я ее тоже тихонько буду освобождать от этих петель. Вот сейчас дойдем до края. Вот я дохожу до края. Наша вот эта вот ниточка, которую мы сейчас полностью ее освободим. Так, вот таким образом ее убираем.
Так, и продолжаем таким образом до конца ряда. Так, вот уже сколько я проделала. И мне осталось еще совсем немножко. Так, вот видите, петельки вот эти вот освободились, и я потом их буду набирать на спицу. Ниточку я эту не обрываю, она мне нужна, поэтому я вот так вот потихоньку ее вытягиваю полностью. И затем опять ищу вот это вот и достаю. Так, что касается времени, вы знаете, вот я уже по времени вот это вот распускаю 25 минут. Я думаю, специально засеку, посмотрю, за какое время я распущу. То есть, в принципе, вот до конца дойти, я думаю, ну, полчаса, то есть минут 35 мне понадобится полностью, чтобы я до конца распустила вот это вот наше изделие. И вот смотрите, у меня остается вот в конце вот эта вот последняя петля. Я вытягиваю аккуратненько эту ниточку, которую я не обрезала. Если бы я обрезала, конечно, я бы быстрее с этим справилась. Но поскольку мне нитка нужна, я ее не обрезала. И смотрите, вот что у нас получилось. То, что мы убрали лишнее, вот это вот. Я его потом распущу. И перед тем, как использовать эту ниточку, конечно, я буду выпрямлять. Как я буду ее выпрямлять, я покажу вам в выпуске «Полезные советы». Для того, чтобы дальше вязать, конечно, эту ниточку нужно полностью выпрямить. Иначе она в следующем полотне, которое мы будем вязать, будет некрасиво. Неровность абсолютно. Даже после ВТО, когда вот такими ниточками свяжешь, оно все равно не выровняется. Полотно, изделие. Поэтому для того, чтобы вязать дальше, пользоваться ими, распущенными вот этими ниточками, конечно, нужно их выпрямить. Так, мы ее должны, вот эти все петельки, нанизать на спицы. Желательно берем спицу хотя бы на полразмера меньше, чем мы вязали вот это вот наше основное полотно. Вот я уже набрала столько петель. Осталось мне вот столько еще. И вот так вот по одной петельке надеваем на спицы. И дальше закрываем полностью этот ряд. Таким образом мы отрезали часть нашего изделия и получили то, что хотели, скажем так. Кроме того, вот в этом свитере я тоже планирую сделать точно так же. Так, вырезать горловину, вот именно в горловину. Но это я уже попозже сниму видео, как я это буду делать. Почему? Потому что в этом свитере вывязан росток. Так идет реглан. Но мне как-то не нравится вот эта вот горловина. И попереди, смотрите, вот такое вот не очень красивое получилось соединение. Хотя двойная горловина, она мне как-то, вы знаете, здесь она не пошла. Поэтому я просто буду обрезать вот таким же самым способом. Ну, а в дальнейшем я подумаю, как обработать горловину. Так, может быть, простой бейкой, может, что-нибудь другое придумаю. То есть в любом изделии, любое изделие можно укоротить или сверху, или снизу. В данном случае оно будет сверху. Я уже так делала в одном свитере, связала горловину, она была узкая, поэтому совет такой: лучше, конечно, набирать петли открытым способом.
В любом случае тогда можно всегда подумать и или довязать, или же, скажем, подобрать свой способ дальнейшего вязания. Если вам было полезно это видео, я очень рада. Спасибо за просмотр. Нажимайте пальчик вверх и всего хорошего.